Здравствуйте, дорогие первокурсники! Мы продолжаем с вами онлайн-обучение по дисциплине лексикология. Сегодня, как я обещала, мы завершим лекцию, которая касается структуры лексического значения слова. У нас с вами промежуточная тема понятие о семе и типология сем. Могу вам сказать, что ваше знание о том, что макрокомпонент – это некий аспект значения, сейчас нам очень пригодится. Но завершая предыдущую лекцию, я сказала, что макрокомпоненты – это все-таки не мельчайшие единицы смысла или единицы значения, это своего рода молекулы. И обещала разбить эти молекулы на атомы, на более элементарные частицы, что ли, которые носят название или семантического признака, или семантического множителя, иногда называют элементарным семантический множитель. И есть для вот этого маленького элемента значения, элементарного элемента значения, свой термин. Эти элементы значения называются сема. Итак, что же такое сема? Это элементарный компонент или элемент значения слова, элементарный семантический признак, соотнесенный с признаками соответствующих понятий и через него соответствующими признаками явлений реальной действительности. И любой макрокомпонент, таким образом, можно представить как группу вот таких однородных сем, однородных компонентов значения слова. Получается, что каждая сема – это все равно отражение в сознании носителей языка различительных черт, которые либо действительно объективно присущи денотату, либо мы с вами коллективным сознанием этому денотату эти компоненты смысла, компоненты значения приписываем. Ну вот, например, какие объективные семы, входящие в структуру лексического значения, объективно соотнесенные с реалией действительности, заложены в значение слова «мама». Вот сейчас у вас уже возникли какие-то ассоциации по поводу этого слова, а на самом деле эти компоненты прежде всего такие: лицо, одушевленное, женского пола, значит, есть признак женский пол, и что отличает маму от тети, например, да, это первая линия родства. Вот это такие дифференциальные признаки, которые отличают значение слова мама, и, конечно, они объективно соотнесены с реалией действительности. Но, разумеется, вот этими семами, этими элементарными компонентами значения не исчерпывается набор сем в значении этого слова. Есть еще индивидуально или коллективно осознаваемые семы, признаки, которые мы с вами даже сейчас уже можем назвать. Ну, например, мама добрая, любящая, верный друг, главный человек, ну и тому подобное. Вот, извините, тут пришел еще один желающий изучать лексикологию. Очевидно, что названные темы играют разную роль в структуре значения слова. По сути дела, в разные макрокомпоненты входят. И поэтому существует классификация сем по их роли в семантической структуре слова. И давайте эту классификацию посмотрим. Итак, мы смотрим сейчас с вами классификацию сем по их роли в семантической структуре слова. Идти будем от самых общих сем к более частным. Итак, самые общие семы – это так называемые категориально-грамматические семы, или по-другому они называются граммемы. Еще их можно обозначать аббревиатурой КГ. Категориально-грамматическая сема выражает чистеречную принадлежность слова. Ну, например, у слова «мама» это предметность. Да? Предметность или вот лицо – это явно категориально-грамматическая, самая общая сема. Такие семы не уникальны, не индивидуальны, они объединяют огромные классы слов. Нетрудно догадаться, кстати говоря, что они, по всей видимости, входят в грамматический макрокомпонент значения слова. Следующая сема называется лексико-грамматическая. Лексико-грамматические семы. Они как раз уточняют категориально-грамматические,
входят в значение одной из частей речи, тоже объединяют огромные классы слов, но все-таки не все слова данной части речи. Ну, например, у слова «мама» – это одушевленность. Допустим, у любого прилагательного, который обозначает признаковость, это его категориально-грамматическая схема, качественность, например, это явно лексико-грамматическая схема. Временная отнесенность, ну, например, у глаголов и тому подобное. Эти схемы характеризуют значение, которое мы называем с вами грамматическим, грамматическое значение слова, они тоже входят в грамматический макрокомпонент значения. И они объединяют очень большие, повторяю, группы слов вне уникальной специфики их значения. Далее, давайте далее. Ну, наконец, дошло дело до собственно лексических схем, которые характеризуют как раз индивидуальность значения слова. Но и тут не все так просто. Начинаем с самой общей лексической схемы. Самая общая схема называется категориально-лексическая схема, или по-другому красивый термин архисхема. Категориально-лексическая схема или архисхема – это одно и то же. Это, запоминаем определение, это общая схема родового значения. Она тоже характеризует группы слов. Ну, то есть архисхемы не заданы жестко, зависит их выделение от того, какой объем мы берем, в отличие, например, от категориально-грамматической или лексико-грамматической. Ну, я привожу пример. Если мы берем слова «квас» и «водка», то архисхемой является напиток. Общая схема родового значения, подчеркиваю. Если же мы возьмем группу «квас», «водка», «нефть», то архисхема будет другая. Архисхема будет жидкость. Итак, мы посмотрели с вами примеры и поняли, что самая общая схема, собственно, лексического характера – это категориально-лексическая схема или архисхема. И увидели, что она не так жестко задана, как предыдущие грамматические схемы. Увидели это. Ну и, наконец, мы подходим с вами к вопросу о схемах, которые все-таки дифференцируют значения разных слов. Они так и называются – дифференциальные схемы. Они дифференцируют значения слов, но и они не уникальные, могут повторяться в разных группах. Я привожу примеры. Например, слово «отец». Давайте проанализируем. Категориальная грамматическая схема или граммема у этого слова предметность. Лексико-грамматическая схема нарицательность, одушевленность. Это лексико-грамматические схемы, уточняющие грамматические значения. Да? Категориально-лексическое значение, категориально-лексическая схема родственник. Родственник. И, наконец, дифференциальные схемы, которые позволяют отца отграничить от других родственников. Мужской пол, родитель, первое поколение, прямое родство, кровное родство. Вот дифференциальные схемы слова «отец». Еще раз. Мужской пол, родитель, первое поколение, прямое родство, кровное родство. Но структура значение слова не останавливается на том, что в нем выделяются, внутри макрокомпонентов определенных, выделяются только дифференциальные схемы, и это предел. Нет, конечно. Кроме этих схем выделяют еще схемы потенциальные или ассоциативные. Потенциальные или ассоциативные. Довольно часто вы не увидите отражение этих схем в толковании слова в словаре. Они не заложены в системном словарном значении слова. Но они сопутствуют слову. Вспомните про коннотацию, например. Они осознаются носителями языка. И как их обнаруживают? Они обнаруживаются, во-первых, в переносных значениях слова, в производных словах, во фразеологизмах. Эти схемы все-таки отражают не индивидуальные, а коллективные смыслы. Например, можно считать ассоциативной схемой слова «отец» схему «забота». Поэтому возможны словосочетания типа
отец солдатам, например, вот такое метафорическое. Или производное слово по-отечески, относиться к кому-то по-отечески. Возьмем другое слово, противоположное, да, по коннотации. У прямого значения слова «свинья» есть ассоциативная сема «грязная». Отсюда насвинячили, и отсюда как раз рождается и переносное значение слова «свинья», когда образуется зооним, когда слово обозначает человека. Да? Ясно, что это значение у большинства зоонимов, переносные значения, мотивированы как раз ассоциативными семами, которые заложены в структуре лексического значения слова, прямого значения слова там какого-нибудь заяц, лиса, медведь, волк, ну и так далее. Это только одна из классификаций сем. Напоминаю вам, что в классификации ведь очень важно выделить основание для классификации. Вот здесь было основание понятно, да? Роль этой семы, ее место в семантической структуре слова. Но есть и другие классификации. Например, есть типология, так называемая типология денотативных сем, то есть тех, которые входят в денотативный макрокомпонент. И в этой типологии, знаете, по принципу таких оппозитивных пар выделяют, например, узуальные семы и окказиональные, системные и личностные, ядерные семы и периферийные, сильные и слабые, эксплицитные, то есть выраженные, и имплицитные, то есть скрытые, постоянные семы и вероятностные и так далее. Я не буду останавливаться подробно на вот этой, например, типологии, поскольку вы об этом прочтете в работе Иосифа Абрамовича Стернина, она так и называется, «Типология денотативных сем», и разберете эту тему на практическом занятии. Эта работа Иосифа Абрамовича доступна, и на слайде вы увидите ссылку на пособие Натальи Арнольдовны Кузьминой, где есть небольшая, но очень содержательная хрестоматия, и там вот на определенных страницах, страницы тоже видите, вы встретите эту работу и разберете ее на практическом. Но приведу только некоторые примеры. Ну так вот, ядерные и периферийные семы, они дифференцированы потому, обязательно эта сема или не обязательно в значении слова. Ядерные семы, ну название говорит само за себя, это семы постоянные, константные, это обязательные признаки значения слова. Вот если возвращаться к дифференциальным семам, например, слово «отец» или «мама», которые мы с вами разбирали, то мы, конечно, можем сказать, что семы типа «родитель», прямое родство и так далее, женский пол, мужской пол, это семы явно обязательные или ядерные. Да? А периферийные семы могут быть коллективно значимыми, а могут быть индивидуально значимыми, если носитель языка имеет некоторые ассоциации по поводу значения этого слова. Дальше, ну вот это деление на узуальные и окказиональные. Узус есть такой термин, да, значит, узуальные семы входят в системное словарное значение слова, они как раз включены в словарные дефиниции, то есть в словарные определения. Это узуальные семы. А вот окказиональные семы, слово окказионализм, вспоминайте, что обозначает, они наводятся контекстом и в словарном значении не присутствуют, словарное значение не включаются. Ну и, конечно, на периферии лексического значения находятся и личностные семы, то есть признаки, которые приписываются говорящим идеальному классическому денотату. И, разумеется, личностные семы есть у многих в структуре значения многих слов, поскольку у нас есть свои личные, некоторые индивидуальные представления, кроме общественно закрепленных у определенных понятий. Ну вот, мне кажется, достаточно для ввода вас в тему, в интереснейшую тему о семах, о элементарных компонентах значения слова. О чем сказать, что, ну, вы можете спросить, зачем мне так глубоко представлять структуру значения слова, русского слова? Да хотя бы за тем, что грамотный журналист, он часто работает как раз, актуализируя в своих текстах
семы оказиональные, семы ассоциативные. Кстати говоря, журналисты очень любят оказионализмы, они тоже часто основываются на определенных как раз ассоциативных семах, оказиональных или даже личностных. Ну, правда, с личностными семами посложнее, вас может не понять ваш адресат, если вы будете актуализировать их, но, тем не менее, повторяю, структура значения слова, представление о том, что слово это не монолит, не целостный какой-то кусок, да, а это сложная структура, состоящая из аспектов значения, а эти аспекты, макрокомпоненты, в свою очередь, еще делятся на более элементарные компоненты значения. Эти представления вам помогут как анализировать чужие тексты, так и создавать свои. И точно употреблять слово. А мы с вами переходим как раз к вопросу о том, что системное лексическое значение слова часто не совпадает с тем, что называется актуальный смысл. Поэтому следующая наша тема и следующий вопрос – это как раз лексическое значение слова и его актуальный смысл. Эта тема происходит из противоречия, из дихотомии, противопоставления языка и речи. То есть разграничение понятий значение и смысл связано именно со спецификой функционирования слова в языке, слова как единицы лексической системы и слова в речи. При этом ученые выделили, что при употреблении слова в речи возможно два процесса, но это если говорить упрощенно. Итак, что по поводу первого процесса употребления слова в речи. Напоминаю, это процесс варьирования семного состава значения слова и актуализации каких-то сем. Значит, можно сказать, что смысловые признаки уже заложены в системном значении слова, но, наверное, вы далеки от мысли, что что все значимые семы, все коммуникативно значимые, вот в каком-то одном контексте актуализируются. Это далеко не так. На самом деле происходит иначе, как раз контекст, да, в контексте варьируется семный состав слова и происходит актуализация, выбор и актуализация некоторых сем. Второй процесс, который возможно описать при употреблении слова речи, это так называемое наведение сем, то есть возникновение под воздействием контекста компонентов, элементов смысла, которые не заложены в системном значении слова. Зря вы думаете, что это происходит редко. Как раз в журналистском тексте это происходит очень часто, и на практических занятиях у вас будет даже такое задание. Вы будете определять актуальный смысл слова и сравнивать этот актуальный смысл, те признаки смысловые, компоненты, которые вы сумеете выделить, с системным значением слова. Таким образом, вы видите отобранные, актуализированные семы, компоненты смысла, они заложены в системном значении, отражены в словаре, или же эти семы не заложены в системном значении слова, но наводятся контекстом и появляются в значении этого слова. Ну, давайте примеры того, как актуализация в речи происходит. Ну, предположим, ну и медведь же ты. Актуализируются семы медлительность, неуклюжесть и тому подобное. Или же богатые возможности для понимания контекста, причем понимания по-разному, возникают, ну, например, в высказывании «какой же ты мужчина?». В разных ситуациях это абсолютно разные могут быть смыслы, да, и могут наводиться абсолютно разные семы. Ну, предположим, не наводиться, а, допустим, варьируются, потому что значение, элемент смысла сила, например, да, или же там смелость, наверное, заложены как ассоциативные признаки в значении этого слова. Но какой же ты мужчина? Это может быть подчеркнуто благородство, в зависимости от контекста. Или наоборот, это могут быть отрицательно маркированные семы, которые выражают какие-то отрицательные смыслы. Таким образом, вывод наш такой с вами. Необходимо различать языковое значение слова, его содержание в системе, в узусе, в языке, и речевой
или актуальный смысл, то есть значение слова в каком-то конкретном акте речи. В процессе вот речевого функционирования слова не только реализуют свое содержание, но и впитывают как будто в себя компоненты, которые связаны с коммуникативным заданием высказывания, с контекстом, в котором это слово произносится. Конечно, мы можем констатировать, что, как правило, речевой смысл богаче языкового значения. Ну, то есть пара значения и смысл все так же отражает взаимодействие системных и асистемных элементов лексики, о которых вы уже знаете. Ну и закончить эту лекцию я хотела бы цитатой. Итак, немецкий лингвист Eugen Кассерио по этому поводу сказал так: «Язык далек от того, чтобы функционировать не изменяясь. Он изменяется, чтобы продолжать функционировать как таковой». Мне кажется, очень показательная точка зрения. Спасибо за внимание. Итак, тему структура лексического значения слова мы вот этим отрывком, этим фрагментом о семе, о сочетании или взаимодействии понятий значение, смысл, о противопоставлении этих понятий, вот этим мы заключили эту тему. И с вами на следующей лекции перейдем к теме очень интересной, связанной с лексическими категориями. И первой же лексической категорией, которую мы будем изучать, будет полисемия.